Всем привет! Признайся, бывало ли такое? Лежишь ты себе спокойно в кровати и пытаешься заснуть, как в голову вдруг приходит неожиданный вопрос. Ну, например, как воды Атлантического и Тихого океана не смешиваются друг с другом в том месте, где их не разделяет суша. И начинается статья на Википедии, потом вторая, и вот ты уже потерял ход времени. Сегодня мы сэкономим тебе пару часов сна и ответим на удивительные вопросы, которые поставили бы в тупик любого. Если узнаешь что-то новое, с тебя подписка. Кстати, не смешиваются океаны потому, что у них разная соленость и плотность. Разделительную линию можно заметить даже по снимкам с дрона. Поехали! Лидар в айфоне. Ничто в мире технологий не вызывает такого всплеска новостей и обсуждений и обзоров, как презентация новых продуктов Apple. В такие моменты мир делится на два типа людей. Тех, кто восхищается каждым нововведением команды Тима Кука и уже бежит оформлять предзаказ, и тех, кто ворчит по поводу высокой цены, бесполезных функций и плохого дизайна. Впрочем, чего уж греха таить. Зачастую это одни и те же люди. И этот год не стал исключением. 12-й iPhone тут же начали ругать за возврат к устаревшим прямым граням, отсутствие зарядки и наушников в коробке и огромный ценник. Но есть в нем несколько действительно интересных нововведений, и сканер под названием Лидар – одно из них. Внешне это выглядит как неприметная черная точка рядом с одной из трех камер. Кстати, такой же сканер появился и на новой версии iPad, а еще лидары применяют в системах автопилотирования, где они выступают в роли глаз беспилотной машины. Так что же это такое? По сути, перед нами импульсный лазер, который способен генерировать 3D-модель окружающего пространства. Технологию можно использовать множеством разных способов. Например, чтобы играть в видеоигры с применением элементов дополненной реальности, или загрузить в смартфон трехмерный дизайн-проект конкретного помещения и редактировать его прямо на экране. Кстати, работает сканер на уровне фотонов, а это значит, что плохое освещение не помешает воспользоваться интересной функцией. Капча для ботов. Вряд ли что-то в интернете может бесить больше, чем необходимость выбирать картинки с изображением поезда или вводить неразборчивую надпись, когда вам срочно нужно найти ответ на насущный вопрос. Но, увы, если бы сайты и поисковики не ставили на свои сервисы защиту от ботов, они бы просто захлебнулись в потоке спама. С другой стороны, искусственный интеллект с годами становится все изощреннее, и назревает резонный вопрос: может ли робот доказать, что он не робот? Если речь идет о традиционной капче, где тебе предлагают ввести искаженные символы, то шанс бота обойти ее максимален. Здесь ему поможет система автоматического распознавания символов. Но если мы говорим про рекапчу, технологию, которая стала использоваться Гуглом с 2009 года, все гораздо сложнее. Такая система защиты анализирует не только введенные пользователем данные, но и движение его мышки, а также историю браузера. Звучит, мягко говоря, немного пугающе, зато боты не страшны. Ну а то, что все мы под колпаком, человечество и так подозревает давно. Мяукающие собаки. Есть породы кошек, которые скорее походят на собак. Например, ориентальные. Они носят хозяевам игрушки в зубах, ходят возле ноги и поддаются дрессировке. А бывают ли псы, больше похожие на своих пушистых своенравных соперников? Еще как. Более того, есть даже порода, которая умеет издавать кошачьи звуки. Называется она басенджи, или африканская нелающая собака. Но дело не в том, что эти животные отличаются чрезвычайной скромностью или просто не любят разговаривать. Загвоздка скрывается в гортанном желудочке собаки. Он расположен таким образом, что не позволяет голосовым связкам вибрировать на необходимой для лая частоте. Некоторые кинологи и вовсе считают, что эту особенность африканские заводчики вывели специально, чтобы собака не привлекала внимание хищников. Так что вместо того, чтобы лаять, басенджи воет, визжит и даже немного мяукает. Белые пятнышки. Ты наверняка замечал, что иногда на ногтях без причины появляются светлые точки. Некоторые в детстве даже верили, что если загадать желание и дождаться, пока пятно исчезнет, оно обязательно сбудется. Так что же все-таки означает эта странная пигментация? Начнем с того, что в большинстве случаев она абсолютно безобидна. А появляется в случае, если ноготь случайно повредить. Например, удариться им о какой-то предмет или поцарапать во время маникюра. Кроме того, это может быть проявлением аллергической реакции на лак или средства для его снятия. И, наконец, частое появление белых пятен на ногтях также может говорить о недостатке в организме некоторых минералов или витаминов, прежде всего цинка или кальция. Если милые точки на ногтях вас никак не беспокоят, да и появляются редко, нет никаких причин беспокоиться. Но в случае, если ими покрывается вся ногтевая пластина или вас мучают болевые ощущения, лучше все-таки обратиться к доктору. Фальшивая приправа.
Ты когда-нибудь пробовал васаби? Даже если ты не завсегдатай ресторанов японской кухни, то наверняка ответил утвердительно и оказался неправ. На самом деле, даже на территории самой Японии 99% ресторанов подают к блюдам из рыбы вовсе не настоящую приправу, а подкрашенную зеленым смесь обыкновенного хрена и горчицы. Причина проста. Васаби, который также называют японской эфтремой, является самым дорогостоящим в мире растением для выращивания. За ним очень тяжело ухаживать. Он зреет несколько лет, а после сбора сохраняет свой вкус и аромат лишь на протяжении 15 минут. Так что в очень редких люксовых ресторанах, где все-таки подают аутентичный васаби, его собирают с грядки прямо на территории заведения и тут же перемалывают в пасту. Говорят, по вкусу он гораздо мягче своей имитации и даже кажется немного сладковатым. Единица измерения. Тебе наверняка известно понятие «лошадиная сила», которое во многих странах до сих пор используют для измерения мощности двигателя транспортных средств. Если рассуждать логически, одна такая единица – это и есть тяговая сила одной лошади. Но в реальности все не так. На самом деле максимальная производительная мощность этого животного может достигать 15 лошадиных сил, в то время как человек едва может похвастаться одной, и то лишь в том случае, если он активно занимается спортом. А вот причина, по которой шотландский изобретатель Джеймс Уатт ввел для своей первой паровой машины термин «лошадиная сила», предельно прозаична. Все дело в маркетинге. Если бы инженер предложил людям заменить скот на двигатель, который обладает такой же тяговой силой, никто бы его не купил. Другое дело – объявить, что изобретение заменит сразу десяток лошадей. Аллергия на хозяина. Когда твой пес или кошка в следующий раз начнет чихать или страдать насморком, не спеши приписывать ему простуду. Возможно, это кое-что похуже. Например, аллергия на тебя. Да, аллергические реакции могут вызывать не только питомца у человека, но и наоборот. Причиной обычно является перхоть, которая скапливается на коже головы. От нее собаки и кошки могут чихать и сильно чесаться, как, впрочем, и от множества других аллергенов. Но не торопись впадать в отчаяние. Случаи тяжелой аллергии на человека среди домашних животных достаточно редки. Необычная страховка. Если ты скажешь кому-то из друзей, что до смерти боишься быть похищенным инопланетянами, тебя, скорее всего, не очень поймут. Но есть одно место, где такое беспокойство воспримут совершенно спокойно и даже предложат пути решения. И мы сейчас не про психолога. Недавно в одном страховом агентстве Флориды появилась новая услуга – выплата ущерба в размере $10 миллионов тем, кто пострадал от похищения пришельцами. Правда, есть одна загвоздка. Выплата будет осуществляться по $1 в месяц на протяжении 10 миллионов лет. Ну, а вы что хотели? Акулы-экстремалы. Несколько лет назад ученые, которые занимались исследованиями неподалеку от Соломоновых островов, сделали невероятное открытие. Внутри активного подводного вулкана Кавачи они обнаружили плавающих молотовых и шелковых акул. Находка очень удивила биологов, ведь в кратере очень высокая температура и кислотность воды, и обычно в таких условиях рыбы просто не выживают. Кроме того, на поверхности океана даже можно увидеть, как со дна поднимаются пузырьки углекислого газа и метана. Судя по всему, акулы приспособились к такой среде в ходе эволюции. Но каким образом, ученым еще только предстоит выяснить. Фигурки Лего. Эти крошечные человечки из всем известного конструктора обычно вызывают у детей настоящий восторг. А вот многим взрослым, напротив, кажутся немного криповыми. И не зря. При желании фигурки Лего вполне могли бы по-настоящему поработить человеческий мир. К прошлому году их популяция уже превысила все население планеты. И это не считая тех, что были сломаны, выброшены и отданы на переработку. Интересно, сколько бы квадратных километров понадобилось, чтобы уместить их всех на одном клочке земли? Колпак шефа. Ты наверняка замечал, что именно белоснежный головной убор является отличительной чертой униформы профессиональных поваров. А еще мог обратить внимание, что на таких колпаках обычно есть множество складок из ткани. Традиция эта уходит далеко в историю. И, конечно же, связана с богатой гастрономической культурой Франции. Там белые одеяния шеф-поваров вошли в обиход еще в 19 веке и остаются в ходу до сих пор. Но колпаки носят не только руководители кухонь. Это могут быть и их помощники. В таком случае высота их колпаков будет ниже шефской, а количество складок на головном уборе меньше. Максимальное количество этих складок раньше доходило до сотни, в знак того, что кулинар может приготовить яйцо сотней способов. Сегодня этот обычай уже отошел в прошлое, хотя колпак ресторанного шефа все так же будет отличаться от остальных.
Эй, дружище, устал от роликов про мимимишных животных и ламповых историй? Пора перейти на что-то реально серьезное. Самые брутальные машины, крутейшие роботы и секретные гаджеты. Хапни свою порцию техноадреналина на канале Техсон. Скорее подписывайся, мы ждем!